С моего прошлого ролика прошло прилично времени, уже почти месяц. И казалось бы, за это время можно было бы реализовать куда более объемный проект. И все же у такой темы видео есть несколько причин. Приветствую вас на канале и прошу не перематывать и не выключать, мои прояснения прямо связаны с тем, что будет дальше. Прошлое видео, по моим меркам, очень даже хорошо залетело и открыло передо мной новые горизонты, и я надеюсь на дальнейшее развитие в том же ключе. Однако оставило оно и некоторые неотвеченные вопросы. Во-первых, мне предъявили за то, что, мол, видео мое троцкистское и вообще Кобу я не уважаю, раз позволяю себе такое. На это отвечу, что дело здесь вообще не в нем, а в том, что всем совкофилам следует, фигурально выражаясь, хорошенько дать пинка. Уже почти 40 лет, как Советского Союза не существует, а ВОС и ныне там. Коммунистическое движение, каламбур, не сдвинулось ни на метр. Более того, некоторые пытаются его толкать не в ту сторону, продолжая скучные споры о том, что в СССР было и чего не было. Басня Крылова в чистом виде. Во-вторых, мне было предъявлено, что определение цитаты я вставляю с Википедии неясно к чему. Свои слова беру из воздуха, фантазируя и практически ничем не подкрепляя их, оставляя ролик без цитат вообще. А это очень даже связано между собой. Не то чтобы я объявляю войну всем источникам и решаю быть воздуханом. Нет. Просто проблема современных леваков в том, что они опираются на авторитеты вместо того, чтобы развивать логику и критическое мышление, что для деятелей рабочего движения как раз самое важное. И рассуждая о том, что чемпион говорил и чего он не говорил, я именно что использую логику, в основном формальную и, вероятно, местами диалектическую. Не забывайте об этом инструменте. Мышление для вас, кем бы вы вообще ни были, важнее любой другой вещи на свете. Ну и в-третьих, я обнаружил комментарии, которые просят оценить государственных деятелей, по-видимому, Советского Союза. Я же не буду на этом останавливаться, а расскажу обо всех философах и политиках социальной направленности, которые мне импонируют. И в подтверждение моих слов о том, что авторитет не есть нечто первостепенное, я не буду восхвалять их зазря, а разберу их историю и буду обращать внимание на их заслуги, которые отражаются в движении и сейчас. И открывает список такой выдающийся мыслитель, как Гегель. Чтобы ролик получился более честным, я не стал добавлять в него однозначно спорных личностей, а имеющихся расставил в историческом порядке без какой-либо привязки к топам и делению на то, кто сделал больше, а кто меньше. Ведь считаю, что вклад всех перечисляемых людей был потрясающим. Георг Вильгельм Фридрих Гегель – это один из самых влиятельных философов нового времени. Он жил в XVIII веке в Германии. И что отличает его от иных интеллектуалов того времени? Гегель попытался описать мир, историю, мышление и общество. И не просто описать, а объединить в единый процесс. Именно благодаря ему диалектика получила такую известность, впоследствии повлияв на философию будущих веков. Согласно мироописанию, все на свете развивается через противоречия и конфликты, которые возникают из-за проблем на каждой стадии развития, двигают систему вперед. Мир, который когда-то казался абсолютно хаотичным и метафизичным, вдруг стал обретать упорядоченность. Но что, вы скажете, это имеет общего с борьбой рабочего класса против угнетателей, кроме того, что им позже вдохновятся Карл Маркс и Фридрих Энгельс, и что он, в общем-то, делает в этом списке, так еще и в самом его начале. А все дело в том, что диалектика – это буквально и есть фундамент, на котором строится вся идея свободы. Без нее бы в полноценном смысле ее бы просто не было. Согласно диалектике, история – это не просто набор случайностей, несущий человечество туда, куда получится. Это слаженный процесс, в котором человек постепенно осознает свою свободу. Конечно, сторонники примитивизма могут возразить, но разве нарастание технологического и государственного прогресса не увеличило угнетение? Так-то оно так, но это взгляд поверхностный, учитывающий только социальный вопрос. В то время как вопросы прошлого могли легко загнать современного человека во множество ситуаций, из которых у него не будет выхода живым.
Общество же и взаимопомощь привели человека к тому, что теперь он находится в гораздо большей безопасности и комфорте. А диалектика Гегеля не зря идет рука об руку со свободой, ведь несмотря на его сухую, сугубо философскую известность, его ранняя биография содержит в себе образ мечтателя, который в честь Великой Французской революции однажды посадил так называемое дерево свободы. И пусть из-за специфики времени Фридрих Гегель допустил некоторые ошибки, и как позже высказывался Маркс, гегелевскую диалектику пришлось ставить с головы на ноги, сменив духовное понимание на материалистическое, но нельзя отрицать, что понимание общества и государства полностью изменилось в тот самый момент, когда ему удалось совершить свои открытия, на которых будет держаться. Вопреки заблуждениям, не только советская, но и вся иная философия и другие научные дисциплины. Немалую часть жизни он провел, собственно говоря, во Франции. И существует версия, что во время царившего там военного хаоса свою феноменологию духа Гегель чуть не потерял. И кто знает, чем бы могла обернуться эта роковая случайность. Французский мыслитель Пьер-Жозеф Прудон был еще более близок в своих взглядах к тому, что мы сейчас назвали бы социалистическим течением, несмотря на более позднюю критику его философских взглядов с позиции диалектического материализма. Известно, что первые профсоюзные организации, именно как попытки рабочих отстоять свою позицию перед капиталистическими верхами, возникли из движения анархомютуалистов. Мютуализм – это идея о взаимопомощи, которой мы в немалой степени обязаны именно Прудону. Он был одним из первых, если не самым первым, кто в положительном ключе назвал себя анархистом, и не зря. Он записал знаменитую фразу «анархия – мать порядка», смысл которой состоит в том, что со свободой приходит ответственность и истинный порядок. Также он является критиком частной собственности и автором фразы «собственность – это кража», имея в виду юридический контроль над ресурсами, используемый элитами для эксплуатации населения. Были в его биографии и темные пятна. Пьер-Жозеф рос в бедности и фактически был самоучкой. Как и у многих мыслителей того времени, у Прудона порой проскакивали национальные и даже женоненавистнические и антисемитские мысли, что, конечно, сейчас можно лишь осудить. Не обошлось и без конфликта с Марксом, который сперва переписывался с Прудоном с энтузиазмом, но потом раскритиковал его медленную тактику самоорганизации в кооперативы и федерализмом, взывая к захвату рабочими государства и централизации. Однако теперь, когда централизация достигла своего апогея, а рабочие руки не смогли удержать штурвал управления перед партийными чиновниками, может быть, настало время для Прудона. Как считаете вы? На очереди снова уроженцы Германии Карл Маркс и Фридрих Энгельс, которые были так неразрывно связаны, что и в этом списке, пожалуй, будут делить между собой одно место. Но о каждом по порядку. Карл Маркс был тем, кто, живя в XIX веке во время промышленной революции, при почти самом ярчайшем развитии капитализма, смог своевременно описать его механизмы, объяснив экономику новой ступени человеческого развития. И что самое главное, Маркс не только проанализировал товарные отношения, конкуренцию, прибыль и заработную плату, значимость простого рабочего и важность производства и перехода к новой индустриальной действительности, но и создал ей достойную, последовательную критику. На основе его теоретической базы появился марксизм, а с его тезисами до сих пор ведутся неуемные споры. Совместно с Фридрихом Энгельсом, который изучал возникновение семьи, частной собственности и государства и посвятил этому одноименный труд, они разработали теорию исторического материализма, которая объясняла происходящие в мире события, включая актуальные на тот момент буржуазные революции, не волей случая, а материальными условиями. Так, переход от феодальных отношений к капиталистическим был обусловлен тем, что значимая в те века буржуазия была скована лишними, ненужными для свободной торговли и последующего развития, вредными монархическими государственными институтами, пытающимися контролировать то, что им уже не подвластно. Так и в будущем пролетарская революция будет совершена, согласно этой теории, из необходимости освобождения уже нового пролетарского класса, который должен владеть средствами производства, чтобы распоряжаться ими эффективно и справедливо. Здесь и пересекается диалектика Гегеля с материализмом Маркса, формируя марксистскую философию диалектического материализма, служащую маяком рабочего класса. Вот и скажите теперь, что диалектика не нужна.
Часто Энгельсу отводят роль второстепенную, но любопытно то, что хотя он и финансировал Маркса, экономистом был все же Карл. А вот Энгельс был непревзойденным философом, историком и политиком. Это он наносит мастерские удары популистам того времени, вроде Дюринга, и это он пишет легендарный манифест коммунистической партии. Фридрих был финансово обеспечен как предприниматель и сам иронизировал над тем, что ради социалистической теории вынужден управлять капиталистическим бизнесом. Хотя, конечно, он всецело был предан своим идеям и умел выражать их даже лучше Маркса, его труды читаются с легкостью и местами с юмором, что отлично сказывается на возможности их разбора сейчас, когда некоторые речевые обороты XIX века стали слишком архаичными и непонятными. Малоизвестен тот факт, что помимо своих других множественных увлечений, он изучал также военное дело и тактику. Маркс же был не менее увлечен литературой. Большую часть своего времени он проводил именно над кропотливым изучением экономических текстов в библиотеке, в то время как реальным семейным финансам уделял так мало времени, что жил в крайней нестабильности и долговой яме, и без своего приятеля Энгельса, вероятно, в какой-то момент потерял бы возможность жить хоть в маломальски комфортных условиях. Фридрих же, несмотря на свою образованность во многих вопросах, благодаря своему весьма неплохому текстильному предприятию, обеспечивающему ему более расслабленную жизнь, находил время на охоту, фехтование и верховую езду, и знал более 5 языков. Пусть между этой двоицей был классовый разрыв, но теория у них была одна, и товарищеская близость тоже одна. Их переписки можно было бы поместить на тысячах страниц, затрагивающих самые разные темы. Однако, конечно, зная то, что марксизм и диалектический материализм по сей самый час будоражат умы и разжигают революционные порывы в сердцах, нельзя не признавать и другой их стороны. Согласно самому же диалектическому материализму, материальные условия создают среду, в которой затем прорастает мысль, материя формирует сознание. И поэтому будет совершенно верным заметить, что ранний марксизм, который затем возьмут себе на вооружение и анархисты-парижане, и социал-демократы Средней Европы, и коммунисты-большевики Российской империи, был сформирован под значительным влиянием того переходного периода из феодальной монархии в буржуазную демократию и берет в себя значительную часть этих режимов. Искаженный, пораженный сырой теорией, полной противоречий, он разрывает сам себя, то и дело приводя к развалу интернационалов, а затем и революционных правительств. Так же, как Маркс и Энгельс были хорошими товарищами, так же и нынешним деятелям разных социалистических течений, вроде коммунизма и анархизма, делить больше нечего, а следует объединяться для того, чтобы привести мысль, сформированную в XIX веке, к материальным условиям века XXI, раскрыв глаза на то, что мы живем в настоящей действительности, а не исторических сводках. И от слов о развале социалистических организаций я перейду как раз к одному из виновников развала печально известного Первого интернационала, к Бакунину. Чего это мы все о немцах, да о французах? Социализм интернационален, и немаловажную роль в развитии движения сыграли и славянские народы. Одним из таких теоретиков Михаил и был, получивший свою известность за развитие идей Пьера Жозефа Прудена в те анархические школы, которые нам известны сегодня. Если последний был противником не только и не столько парламентаризма, сколько вообще взятия власти, то первый, не церемонясь, заявил четко: для торжества социализма самоорганизации и добровольного перехода к кооперативам недостаточно. Капиталист никогда не отдаст средства производства сам, потому революция строго необходима. И сам он, конечно, не стоял от этого в стороне, постоянно поддерживая различные восстания, и славясь как вечный революционер, не всегда удачливый, но все же держащийся на своем деле, прямо как в будущем Че Гевара. Бакунин в значительной степени повлиял на анархосиндикализм, заложив основу в виде профсоюзных сетей и всеобщей забастовки для испанских синдикалистов, у которых в свое время все-таки получится провести свою революцию, хоть и с трагическим концом, но хотя бы некоторым временем торжества мира и справедливости. Несмотря на свою излишнюю романтизацию хаотичных восстаний, недооценку некоторых важных вопросов в движении и добравшиеся и до него национальные предрассудки, Бакунин все же и представил многие тактики классовой борьбы и оказался прав хотя бы в том, что, если всю власть сосредоточить в руках партийных руководителей, это попрепятствует освобождению пролетариата из оков классовой иерархии, сформировав новую бюрократическую элиту чиновников и управленцев.
что действительно затем проникнут в реалиях СССР в каждый совет и рабочий орган власти, и что руководство опрометчиво будет считать не просто нормальным, но и необходимым. Впрочем, историческая перспектива сложилась так, что вряд ли бы поддержка его слов со стороны всего движения изменила бы дело к лучшему. Но совсем другое дело рассматривать их постфактум и находить это зерно истины. Если до этого я брал для рассмотрения в основном философов, экономистов и практиков политической теории, то Петр Кропоткин – это одновременно и некто на них похожий, и некто совсем другой. Он, так же как и Бакунин, родился и вырос в царской России, и более того, был немалого в ней положения. Будучи аристократом, он оказался выдающимся мыслителем и в будущем променяет свое положение на дело революции. Но что в нем привлекает, так это не поддержка событий октября, а его ученость. Всем известный как один из авторов анархо-коммунизма, более ценное достижение Кропоткин совершил в продолжении дела Чарльза Дарвина эволюционной биологии. Его труд «Взаимопомощь как фактор эволюции» проливает свет на то, что теорию Дарвина, в общем-то, поняли не совсем правильно и возвели в какой-то абсолют, чего сам Чарльз бы не одобрил. В книге Кропоткина Петр проводит исследования по развитию живых организмов из собственного анализа научных данных и наблюдения за животными Российской империи и, используя все обнаруженные доказательства, объясняет важность взаимопомощи и кооперации в процессе эволюции. Он развеивает социал-дарвинистские предрассудки и дополняет дарвинизм тем, что сильнейшими перед угрозами бытия становятся те, кто находят способы объединения. Конечно, затем это подкрепляется и историческими данными о том, как впоследствии это влияет на человеческое общество, от ранних крестьянских общин до средневековых городов. Его идеи о развитии ради общей пользы и о распределении по потребностям отлично соединились с ранними марксистско-ленинскими идеями, усиливая теоретическую базу не только Октябрьской революции, но и всего социализма. И сейчас помыслить социализм без кропоткинских тезисов уже невозможно. Темным пятном в его биографии служит, например, то, что некоторые из его мыслей, в частности, экономические, были довольно туманны, однако его влияние на анархизм неоспоримо, что неудивительно, ведь в свое время он был одним из самых читаемых анархистов. Еще худшим моментом в биографии стала в какой-то момент поддержка Кропоткиным Первой мировой на стороне Антанты, что резко контрастировало с его антимилитаризмом и идеями о самоуправлении и отречении от любого государства. Это, в общем-то, тоже неудивительно, ведь противоречиями была наполнена и его личная жизнь, он все-таки был князем, а своих анархистских взглядов достиг из-за географической экспедиции в отдаленные сибирские округа, где Петр лицезрел тяжелую ношу крестьян. После такой радикализации он, конечно, значительно полевел, постоянно попадал в тюрьмы, а однажды даже устроил побег. После Октябрьской революции он вернулся в СССР, но в полной мере большевиков не поддержал, сохраняя критику централизованной власти. Не обошлась без критики авторитарного социализма и немецкая революционерка Роза Люксембург. Женщины в социальном движении все-таки тоже были очень умными, в отличие, например, от современных либералок. Но о Розе можно сказать не только то, что она была интеллектуалкой, но и то, что она была совместно с Либкнехтом, настоящим лидером в своем деле. Люксембург родилась в Польше, но большую часть своей жизни провела в Германии. Там она философию, в которой, например, следует не сетовать на будущее, а ценить текущий момент и любить жизнь, соединила с глубокой экономической теорией, революционной политикой и попытками создать настоящую прямую демократию с рабочим самоуправлением. Она активно спорила с реформистами, настаивая на жесткой политической линии и невозможности добровольной отдачи власти буржуазии. Мало того, экономических преобразований, утверждала Люксембург, недостаточно, необходимы и глубокие общественные преобразования. В ином случае, как это выходит в СССР, случится кризис власти. По этому поводу она дала такую цитату, как «Свобода – это всегда свобода и инакомыслящего». Розу также принято считать соавтором феминизма. Правда, феминизм изначальный – это о борьбе человека против капитализма. И сама Люксембург говорила о том, что угнетение женщин связано с угнетением как таковым. И не следует выделять женскую политику, как что-то отдельное, потому как классовое освобождение куда более важно. Она боролась не за то, чтобы сказать, что руководителями корпораций должны быть женщины, а быть тучной и волосатой – это красиво.
Наоборот, она боролась за тогда актуальное женское избирательное право, за подавление реакционных идей и превосходство социализма. Именно поэтому ей и удалось выбиться в лидеры революционной Германии. Хотя это было не так просто, ведь родилась она в семье польских евреев, переболела болезнью костей и всю жизнь хромала, а в душе и вовсе была чувственной личностью, способной на нежности, что разительно отличается от образа железной революционерки. Сейчас ее идеи важны именно потому, что ее опасения по превращению социализма без свободы в новую форму господства оправдались, а социальные преобразования все еще нужны обществу. Оттого наследие Розы Люксембург обсуждается до сих пор. Тот, о ком говорят «жил, жив и будет жить» – Владимир Ленин, идейный лидер и вдохновитель Великой Октябрьской революции. Был ли он тем, кто терпеть не мог все западное и потому морил украинцев голодом? Или наоборот, он был немецким шпионом, который развалил Российскую империю из ненависти к славянам и создал Украину как антипроект? Конечно, ни одна из этих версий, несмотря на свою популярность, не может выдержать критики. Ленин был выдающимся социалистическим мыслителем и до своей карьеры в партийном аппарате зарождающегося СССР написал множество невероятно ценных для движения трудов. Например, он пересказывает положения Маркса в более доступной форме и дополняет их. В «Государстве» и «Революции» он поясняет о роли государства как инструменте классового угнетения, а в империализме, как высшей стадии капитализма, объясняет феномен мировых войн и фактически предсказывает будущее после индустриализации общества со слиянием разных форм капитала и монополизацией. Он взял под свое крыло советы и сделал из них реально мощное орудие свержения буржуазного строя. По некоторым причинам это орудие не было доработано им, а по специфике времени испорчено, что послужило одной из причин будущей незначительности советов в управлении страной. Тем не менее, Ленин может похвастать тем, что совершил действительно успешную революцию, плоды которой можно собирать и по сей день, в совершенно отсталой, царистской стране, где абсолютное большинство населения буквально не умело читать и писать. Ленин со своими соратниками провел масштабнейшую образовательную программу, демократические реформы, отменил множество вредных угнетательских законов, расширил рабочие права и добился полной электрификации и индустриализации. Разумеется, Владимир Ленин был интеллектуалом. Он знал сразу несколько языков, мастерски играл в шахматы, а в свободное от написания своих трудов время любил прогулки на природе. До своей революционной деятельности он проживал в разных странах, в том числе в целях сокрытия от государственных служб. Дело в том, что он был не единственным ребенком в семье, а его старший, менее удачливый брат, был осужден и казнен за подготовку заговора против царя. Забавно то, что позже его образ стали использовать для оправдания вождизма, хотя сам Ленин часто раздражался, когда его чрезмерно превозносили. Конечно, как революционный лидер и как человек, значительно повлиявший на развитие человечества, Владимир заслуживает уважения, однако советские элиты после ухода Анова из жизни создали из него чуть ли не культ. Он опасался централизации власти, бюрократизации и возможном росте национальных движений, что и произошло в позднем СССР. На поздних этапах жизни в своих письмах Ленин высказывался о разных представителях партии критически, и особенно, вопреки мнению, что Иосиф был его настоящим учеником. Он раскритиковал Сталина, написав следующее: «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места». Впрочем, было уже слишком поздно, и когда лидер революции окончательно ушел из жизни, письма были сокрыты, и началась внутрипартийная борьба, не заканчивающаяся до самого краха Советского Союза. Очередной повод задуматься о том, чем оборачивается переход управления в руки ограниченной группы людей. Неудачное формирование власти приводит к ошибке, неудачное формирование высшей власти – к катастрофе. Главным защитником советского государства во время гражданской войны со сторонниками царской России был Железный Феликс. Такое прозвище Дзержинский получил за свою жесткую работу в органах безопасности и аскетичный образ жизни. Вам наверняка известно такое слово, как чекист. Так вот, его истоки восходят к чрезвычайной комиссии, первому органу госбезопасности СССР, который возглавил Дзержинский и который провел массовые внесудебные репрессии. Казалось бы, что такая фигура вообще делает в списке, который я должен был составить без спорных личностей.
Все потому, что я собираюсь показать Железного Феликса с намного более мягкой стороны, разбавляя критику централистской политики Советского Союза его все же положительными моментами на фоне сложных, жестоких процессов 20 века. Менее известная, но, возможно, даже более важная заслуга Дзержинского произошла уже после окончания Гражданской войны. Пусть красные и одержали в ней победу, но на молодое советское государство сразу обрушилось множество проблем, и одной из них были беспризорники. Такие микрочелы, которые потеряли своих родителей по той или иной причине, но которые не заслуживали той же участи. Что же советская власть сделала с беспризорниками? На ответ дается 10 секунд. И правильный вариант. Нет, ответственность за них взял Феликс. Он организовал настоящую борьбу за то, чтобы у них появился новый дом, развернув программу по социальной реабилитации подростков и постройке приютов для более меньших возрастов. Пожалуй, именно такой деятельностью должен вдохновляться истинный борец за социализм. Ильенков – эта фамилия немногим может что-то сказать. Он не участвовал в политической борьбе, не писал трактаты о коммунизме и не приобрел такой популярности, как Ленин или даже Дзержинский, но его вклад определенно недооценен. Прежде всего, Эвальд Ильенков – философ, живший в Советском Союзе, но имевший возможность и наглость критиковать этот самый Союз, причем критиковать качественно. Его философия славится попыткой вернуть жизнь и гегельянскую пластичность закостеневшему уже тогда марксизму, полному догматических заблуждений. Ильенков не оппортунист, не приспособленец, не сторонник Запада или анархических ценностей. Он именно что философ. И со своих философских позиций он находил в системе изъяны. И эта деятельность совершенно правильна и полезна движению. Например, Эвальд писал о том, что диалектика не должна превращаться в механистическую формулу, а вместо этого должна быть скорее способом мышления. Или вот, например, уже тогда в своей «Школа должна учить мыслить» он дал критическую оценку советской системе образования, построенной на том, чтобы зазубривать информацию, так еще и составленную как попало. Этот труд до сих пор очень актуален, и я советую вам его к прочтению. Вообще, Ильенков очень многое сделал как раз-таки для советского образования. Его идеи были до того гениальны, что благодаря его методике удавалось подарить мышление микрочиликам, абсолютно слепо-глухонемым, лишенные всех трех органов чувств. Помимо осязания, в его эксперименте с ними получалось связываться и обучать. Удача постигла этот метод потому, что Эвальд Ильенков и его коллеги были истинными мастерами в своей области, в мышлении. И благодаря ему мы знаем, что сознание формируется через общение, деятельность и культуру, а не просто из абстрактных биологических факторов, которые пытаются приводить как нерушимые истины правые. И сейчас как никогда важно, следуя его примеру, избегать использования философии для политических лозунгов и инструментов собственного возвышения над оппонентом. Философия – это инструмент познания, а не доминации. Если Ленин своим опытом доказал, что революция в отсталой стране реальна, то Че Гевара доказал совершенно обратное. Неожиданно, но факт. Но обо всем по порядку. Семья Эрнеста Гевары проживала в Аргентине и была достаточно обеспеченной. Сам будущий революционер там и родился, за что и получил свое прозвище Че – аргентинское междометие, прочно за ним закрепившееся. Эрнесто знал несколько языков и увлекался философией, а его образование было медицинским. Немаловажное влияние на взгляды юного Че оказала гражданская война в Испании, в которой его семья поддерживала, конечно, сторону, противостоящую фалангистам. Но завершающим гвоздем оказалась его мечта о путешествии по Южной Америке с целью медицинской помощи прокаженным как дерматолог и хирург. В этих путешествиях Эрнесто и столкнулся с проблемами капитализма, воспитавшими в нем дух сопротивления. Но что интересует здесь нас куда больше, чем его биография, так это момент, когда он наконец добрался в своем странстве до Кубы, столкнувшись с диктаторским режимом Батисты на небольшой лодке. В составе всего 80 с лишним человек Эрнесто Че Гевара выдвинулся на Кубу, уже тогда будучи в движении 26 июля, лидер которого, Кастро, отзывался о нем как о более опытном и зрелом революционере, чем он сам. 80 партизан были встречены профессиональной армией с техникой и десятками тысяч солдат. Тогда от всей группы осталось в живых меньше половины.
Несмотря на это, Че не сдался, по-прежнему придерживаясь мнения, что для успеха достаточно готовности самих революционеров. Движение бежало в горы, организуя атаки уже оттуда, и на этот раз без потерь. Эрнесто и сам из врача превратился в солдата. Режим был невероятно могущественен в сравнении с маленькой партизанской группой, но чего не было у Батисты, и что было у 26 июля, так это широкая поддержка народных масс. Позже, из своего опыта, он напишет и опубликует книгу о партизанской борьбе, в которой и обоснует важность этой поддержки даже в условиях того, что далеко не каждый из поддержавших решится поднять оружие. Потому что главный союзник партизана – это не тот, кто ему помог, а тот, кто его не сдал. Если во время французской и русской революции арсеналы еще можно было найти в городах без особо жесткой охраны, то здесь приходилось штурмовать уже профессиональные гарнизоны, к чему Че был готов и что ему удавалось. Говорят, что рецепт Молотова с 1/4 масла – это тоже его изобретение. Во всяком случае, успешных операций становилось все больше, а ряды повстанцев росли, и революция была выиграна. О ее ходе рекомендую почитать книгу Гевары, а о ее последствиях можно сказать то, что и сам Эрнесто относился к будущему устройству Кубы в некоторой степени критично. Впрочем, не настолько. Чтобы входить в оппозицию, его решением было, как ныне наиболее опытного специалиста по революциям, продолжить их в других странах, в частности в Африке, где он и встретил то, о чем я говорил в начале. Че учит нас не только тому, как организовывать сопротивление, но и тому, что все же для всего должно быть свое время. Партизана должны поддерживать хотя бы сколько-нибудь, а там уже и можно действовать, когда как африканцы, еще не вышедшие полностью из племенных отношений, не до конца понимали то, что их эксплуатируют, и тем более не понимали марксизма. Конечно, успехи у Гевары были и здесь, но в конечном итоге здесь же он встретил и свою гибель, хотя мы до сих пор помним его слова, что покончат они лишь с человеком. А идеи же будут жить по сей день. И это правда, кто в наше время не узнает Че Гевару. Только ошибка в том, что его нужно не просто возводить в кумиры и на потеху капиталистам покупать сувениры. У него нужно учиться организации и тактике. Отбоя не было, борьба не окончена. Все тот же классовый вопрос продолжает терзать нас и сегодня, все сильнее расширяя пропасть между бедным и богатым. Как говорил командант Гевара, революция – это не яблоко, которое падает, когда оно созрело. Вы должны заставить его упасть. Потому не нужно ждать милости от буржуя. Как только вы подберетесь к свободе, он заберет ее прямо у вас из-под носа. И, конечно, как он также говорил, после революции работу делают не революционеры, ее делают технократы и бюрократы, а они – контрреволюционеры. И это тоже еще предстоит исправить. Тысячи активистов, тысячи наследников тех, о ком я говорил сегодня, продолжают неуклонно вести свое дело. Совершенно любой может быть одним из них, для этого не нужны какие-то особые задатки. Все они были разного здоровья, разного социального положения, разной национальности, но всех объединяло общее стремление к справедливости. И это совершенно нормально – отказываться от тирании и угнетения, предпочитая искать другой выход. Ведь именно так наше общество и развивается, двигаясь к лучшему будущему. И на нашем веку есть те выдающиеся личности, о ком можно было бы поговорить, и те, кто на двух абсолютно разных концах света ведут свою борьбу, защищая рабочий класс. Речь, несомненно, об Абдуле Аджелане и субкоманданте Маркосе. Оба из них превратили слабость регионального империализма в своих странах в освещенную всем миром проблему. Один поддержал народ курдов на Ближнем Востоке, другой же коренных американцев в Мексике. Когда, как весь Ближний Восток погряз в религиозном фундаментализме, серьезное сопротивление ему оказал только Аджалан. Под влиянием другого идеолога децентрализованного социализма, Букчина, Абдулла создал рабочую партию Курдистана и ту теорию, на которую она должна опираться – демократический конфедерализм. У него же была и легендарная армия с демократическим управлением. Мне было предъявлено следующее: как же можно вдохновляться армией, которая в конце концов проиграла? Также можно сказать, в общем-то, и о Красной армии, забывая все ее подвиги. А ведь отряды народной самообороны нанесли множество сокрушительных ударов по бандам местных фундаменталистов, освобождая города один за другим и формируя из них свободную землю Курдистана. И вместе с городами освобождая женщин от соблюдения жестких традиций, ношения хиджабов и настоящего патриархального угнетения, затем собрав из них отряды женской самообороны, которые с орудиями своего освобождения действовали не менее эффективно.
Вот это я понимаю воительницы за свои права, а не какие-то нытики о токсичной маскулинности. В их приходе в захваченный религиозными фанатиками город чувствовалась надежда на спасение и нормальную жизнь. Автономизм, конечно, в итоге сыграл с ними злую шутку. Сирийские демократические силы настолько уважали не только курдов, но и арабов, что дали им собственные территории, которые после изменения сирийской власти перешли на ее сторону, зажав отряды между двух огней. В Мексике ситуация с правами немного иная, хотя и Маркос, возглавивший движение сапатистов, в своей программе обозначал права и его женской части, позволив ей бороться за них. Безопасности мексиканских общин, за которые стал бороться субкоманданте, угрожали не религиозные банды, а, как это полагается в Южной Америке, картели. Правительство Мексики оказалось бессильно перед организациями, распространяющими запрещенные вещества, поэтому и на сапатистов они не могли уделять должное время. В итоге страна оказалась фактически разделена на зоны влияния, и самая свободная от картелей именно зона, курируемая субкоманданте. Маркос выступил против бедности, неравенства, вытеснения коренных народов и глобалистских неолиберальных реформ, проводимых на фоне сложившегося в стране хаоса. Что любопытно, свое дело, как Гевара, до конца он не довершил, а вместо этого стал разжигать мировую революцию, делая ставку на низовую самоорганизацию и теоретическую помощь движению в разных уголках света. Что действительно объединяет всех этих людей, так это начитанность и желание бороться за справедливость. Каждый из них в своем детстве, чтобы стать тем, кем он есть, пережил не культивацию насилия, а книжное обучение. Бедны вы или богаты, живете в центре этого мира или на его окраинах, у вас теперь есть повод задуматься о том, надолго ли это, задуматься о том, каково живется другим, и о том, стоит ли это всего того, что происходит за окном. Все на свете соединено, и вас коснется тоже, но как именно, вам и решать. Спасибо за просмотр, я не собираюсь останавливаться на этом, и впереди еще много идей для роликов, поэтому если смог вас заинтересовать, тыкните подписку.